Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня 6 мая, сегодня понедельник. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно финансовый, изобильный день. Поэтому сегодня обязательно в этот день сделайте для роста прибыли, чтобы в вашем доме, в вашем кошельке всегда были деньги, всегда было изобилие, достаток и благополучие. Обязательно хотя бы одну практику сделайте, о которой мы далее поговорим, и обязательно скажите слова, которые вам помогут сонастроиться с энергией Вселенной. Друзья, ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите: «У меня сегодня финансовый день. Истина да будет так». И пусть Вселенная это ниспошлет вам. Также хотим вас всех поблагодарить за донаты, которые вы нам, друзья, отправляете нам. Вот честное слово, очень приятно. Итак, мы начинаем. Итак, друзья, 6 мая. Сегодня этот день представляет как мощный, достаточно финансовый день. Сегодня день значительных энергетических возможностей для улучшения вашего материального положения. В этот день силы Вселенной особенно благоприятствуют финансовым начинаниям, предоставляя каждому человеку на этой планете уникальные шансы для привлечения богатства и для процветания. Дело в том, что сегодняшний день, 6 мая, достаточно тесно связан с влиянием Тельца, знака, управляемого Венерой, который символизирует изобилие и финансовое благополучие. Телец призывает нас к стабильности, к накоплению ресурсов и практичному подходу к финансам. Энергия этого знака способствует разумным, но прибыльным инвестициям, делам и укреплению финансовой основы. Кроме того, этот день также подкреплен аспектами между Юпитером, планетой удачи и расширения и возможностей, а также планетой Плутоном, который управляет большими суммами денег и трансформацией. Позитивные аспекты между этими двумя планетами открывают нам двери к финансовым возможностям и мощному росту прибыли. Поэтому ваша задача сегодня не игнорировать те подсказки, те знаки, которые будут идти из космоса. Ну а для активации финансового потенциала рекомендуем вам провести определенные практики, и вы тем самым можете привлечь к себе те блага, которые вам нужны. Поэтому сегодня обязательно уделите время своим мечтам, уделите время своим желаниям, представляя себе, как ваши финансовые цели достигаются и с легкостью, и с эффективностью. Постарайтесь чувствовать благодарность за уже полученные блага, подарки, поскольку благодарность может быть таким образом, что магнетически будет притягивать больше изобилия в вашу жизнь. Кроме того, девочки и мальчики, очень важно, чтобы вы сегодня проговаривали определенную фразу. Эта фраза откроет вам двери к финансовым возможностям. Также обращаем ваше внимание, что у нас с вами продолжается убывающая луна. Убывающая луна в знаке зодиака Овен. Напоминаю вам, что Овен — это огненный знак зодиака. И сегодня у нас с вами 28-е лунные сутки. Дело в том, что именно сегодняшние лунные сутки ассоциируются с созерцанием и с осмыслением. В этот день важно оглянуться назад и оценить путь, который вы прошли. Не в зависимости, это неделя, месяц, год, а может быть и полжизни. У каждого это будет свой период. Это потому, что сегодняшний день — это день для избавления от всего лишнего, которое может мешать вам в будущем. Конечно же, многие спросят: а что мне может мешать в будущем, если я не знаю? Вы должны это почувствовать на интуитивном уровне. Вот просто возьмитесь, пройдитесь по дому. Если вы сегодня работаете, у вас рабочий день, пройдитесь по своему кабинету, возле рабочего места и подумайте о том, что вас может раздражать, в каком месте вам может быть находиться дискомфортно. Бывает так, что человек на подсознательном уровне, его постоянно что-то раздражает, но он этого не видит на физическом плане. Пока он не остановится и не проанализирует, он не увидит о том, что же ему мешает. Кроме того,
Луна в знаке зодиака Овен придает этому вот процессу дополнительную энергию и побуждает нас с вами к действию, но также может привести к спешке и к необдуманным каким-то решениям. Кроме того, день сегодняшний обещает быть динамичным, с возможностями для активного завершения дел. Энергия знака зодиака Овен придает мотивацию и силу для преодоления препятствий перед новым лунным циклом. Однако важно управлять этой энергией осторожно, чтобы не вызвать конфликты и не допустить импульсивных поступков, которые могут иметь долгосрочные последствия. Кроме того, убывающая Луна в знаке зодиака Овен может привести к повышенной агрессивности и к тенденции к рискованным действиям. В этот день возможны споры, конфликты, особенно если чувства неудовлетворенности прошлыми достижениями были сильными. Также важно сегодня остерегаться травм и несчастных случаев, которые будут связаны с поспешными действиями. Кроме того, используйте этот день для того, чтобы подвести итоги прошлого месяца. Оцените, что было сделано хорошо и что может улучшить это уже в следующем лунном периоде. Начинайте планировать и следующий лунный цикл, но учитывайте, пожалуйста, свои ошибки и достижения предыдущего периода. Для этого нужно, конечно же, собраться с мыслями, остановиться хотя бы на 15-20 минут, а может на полчаса, и начать разбираться, что же вам мешает, на что вам стоит обратить внимание. Кроме того, энергия знака зодиака Овна, хоть и убывающая Луна, у нас с вами последние дни убывающей Луны, но вот именно все равно огненный знак зодиака Овен, он требует энергии выхода, поэтому физическая активность сегодня будет полезна, но избегайте экстремальных и опасных видов спорта. Кроме того, стремитесь сегодня к дипломатии, стремитесь сегодня к терпимости, для того, чтобы минимизировать риск споров и недопониманий с окружающими людьми. Что же касательно лунного календаря здоровья на 6 мая, обращаем ваше внимание, что убывающая Луна в Овне акцентирует энергию на завершение и освобождение от того, что больше не служит вам, вашему развитию. Овен, управляемый Марсом, стимулирует активность и может способствовать, как вариант, стрессу или каким-то импульсивным решениям. Поэтому в этот день важно использовать энергию Овна для инициации полезных изменений в привычках и стараться отказаться от всего вредного. При этом это касается не только что-то на энергетическом, на духовном плане, на подсознательном, но и также в материальном плане. Также сегодняшние лунные сутки ассоциируются с периодом очищения и подготовки к новому лунному циклу. Поэтому хорошо сегодня заниматься детоксикацией и избавляться от токсинов. В этот период особенно эффективны процедуры, которые направлены на очищение и на восстановление. Поэтому постарайтесь использовать этот день для начала или продолжения программы детоксикации. Старайтесь сегодня как можно пить больше воды, включайте в свой рацион свежие овощи, фрукты, а также старайтесь отказаться от тяжелой жирной пищи и алкоголя. Все это будет способствовать лучшему очищению вашего организма. Также постарайтесь сегодня заниматься умеренными физическими упражнениями. Знак зодиака Овен поддерживает активные виды спорта, но здесь очень важно избегать переутомления. Хорошим выбором будет бег трусцой, плавание, йога, которые помогут сжигать энергию Овна, при этом конструктивно. Кроме того, убывающая Луна в знаке зодиака Овен может вызывать чувство неудовлетворенности и раздражительности. Поэтому подумайте о том, как вы можете справиться с этими эмоциональными состояниями. Если вы на этот день планируете хирургическое вмешательство или удаление чего-либо из организма, ну, например, зуба, то именно сегодняшний день является благоприятным временем для таких процедур. Кроме того, сегодняшний день способствует более быстрому заживлению и восстановлению. Также настройтесь на завершение всех старых проектов и подготовку к новому. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодняшний
сегодняшний день предоставляет нам уникальные возможности для того, чтобы укрепить свое здоровье и внести изменения, которые могут положительно повлиять на ваше физическое и эмоциональное состояние. И поэтому сегодня постарайтесь максимально гармонизировать свои действия с космическими ритмами и добиваясь лучших результатов в уходе обязательно за собой и за своим здоровьем. Также обращаем ваше внимание, что же касательно финансового, денежного лунного календаря, то сегодняшний день идеально подходит для погашения долгов и разработки плана по погашению долгов, кредитов и так далее. Бывающая луна поможет быстрее избавиться от всего лишнего, и долги тут не исключение. Кроме того, используйте энергию бывающей луны для анализа ваших денежных средств. Оцените, что вам может принести прибыль, а от чего вам все-таки стоит отказаться. Обратите внимание, если вы долгое время уже, например, вкладываете деньги, вкладываете свое время, энергию, вам это не приносит дохода, подумайте, возможно, стоит переосмыслить и понять для себя, что вы делаете не так и что нужно сделать, чтобы все-таки переосмыслить. Кроме того, сделайте сегодня обязательно и ревизию текущих расходов. Это поможет вам контролировать финансовые потоки. Планируйте сегодня крупные покупки, но лучше их, конечно, сегодня не делать. Старайтесь сегодня быть мудрыми. Все-таки сегодняшний день не самое благоприятное время для значительных новых финансовых начинаний. Также сегодня обращаем ваше внимание, в качестве талисмана для привлечения денег из камней подойдут аметист, цитрин или яшма. Но как вариант вы можете сегодня их носить с собой или разместите в той зоне, где у вас хранятся деньги, для того, чтобы еще больше привлечь те блага, которые вам нужны в жизни. Что же касательно карты Таро на 6 мая, то карта выпала Таро Императрица, которая показывает нам, что все-таки нам нужно быть внимательными, быть осторожными. И именно карта Таро Императрицы напоминает нам о необходимости поддерживать баланс между активным действием и пассивностью. Как вы понимаете, сегодня Луна в знаке зодиака Овен. Она, как с одной стороны, приносит энергию, инициативу, но карта Таро нам подсказывает о том, что нужно быть терпимыми и смотреть очень внимательно за теми аспектами жизни нашей, которые требуют времени как для роста, так и для развития. Кроме того, эта карта подчеркивает значение внутреннего и эмоционального состояния в достижении тех или иных целей. Также карта Таро Императрица делает нам акцент на то, чтобы мы обратили внимание на свои доходную, именно доходную часть, потому что сегодня очень важно планировать и ни в коем случае не принимать никаких спонтанных финансовых решений. К сожалению, сегодня такие спонтанные решения могут проявляться ввиду того, что бывающая Луна в знаке зодиака Овен, и вот карта Таро Императрицы делает нам акцент на том, что сегодня нужно быть внимательными, быть сегодня осторожными и не спешить. Иногда лучше переждать, иногда лучше подумать, но не спешить, потому что как только вы начинаете спешить, вы сразу можете допускать какие-то определенные ошибки. Кроме того, карта Таро Императрицы призывает к заботе о себе, особенно через питание и отдых. Пожалуйста, уделяйте время сегодня уходу за своим телом и, возможно, сегодня заниматься хорошо какими-то творческими занятиями. Кроме того, императрица призывает нас принимать и ценить жизнь во всех ее проявлениях, поддерживая при этом те аспекты нашего бытия, которые способствуют нашему росту и нашему благополучию. Что же касательно совета от Архангела Михаила, то он дает нам сегодня следующие шаги, говорит о том, чтобы мы убрали все то старое, которое нам мешает двигаться
двигаться. И сегодня нам нужно освободиться от всего того, что больше не служит нашему благу. Используйте силу и свою вот именно энергетическую силу, чтобы отпускать страхи, сомнения, которые именно и мешают вашему духовному и личностному росту. Постарайтесь сосредоточиться сегодня на своих желаниях, на амбициях, уделяя внимание тому, что действительно имеет для вас значение. Помните, что каждый ваш шаг к самосовершенствованию не только улучшает вашу жизнь, но и вносит вклад в благо для всех. Поэтому будьте сегодня смелыми как в своих намерениях, так и в своих действиях. Не бойтесь требовать большего от жизни, ведь каждое ваше искреннее желание поддерживается энергиями Вселенной. Кроме того, практикуйте сегодня прощение. Позвольте старым обидам уйти. Смело шагните вперед к светлому будущему, которое ждет вас уже буквально в пару шагах. Используйте эту энергию для вашего ума, для того, чтобы очистить физическое пространство от того негатива или от тех каких-то негативных мыслей, которые есть в вашей жизни. Друзья, и сегодня очень важно, чтобы вы говорили следующую фразу. Эта фраза достаточно простая, но именно она вам сегодня и поможет. Она звучит следующим образом. Я открыта или я открыт для финансового изобилия, которое свободно приходит ко мне каждый день. Истинно да будет так. И очень важно, чтобы вы прописывали именно ваше полное имя. Еще раз, я открыта для финансового изобилия, которое свободно приходит ко мне каждый день. Также вы это можете прописать в комментариях к этому видео. Друзья, вот такой у нас с вами замечательный, прекрасный, чудесный день. Если вы еще не поставили лайк, обязательно ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!